Здравствуйте, с вами Маргарита Худокормова. Сейчас с уст граждан ДНР не сходит одна тема. Националисты из правого сектора покидают Донбасс. А причиной такого поворота событий стала недавняя перестрелка между радикалами из правого сектора и украинскими милиционерами. Эти события произошли в городе Мукачево Закарпатской области, на территории местного спортивного клуба. О том, насколько ожесточенной была эта перестрелка, говорит хотя бы тот факт, что правый сектор использовал пулеметы и гранатометы. В итоге 3 участников конфликта погибли, а около 10 получили ранения. А сейчас радикалы укрылись в селе недалеко от Мукачева и угрожают Украине очередным государственным переворотом. По данным МВД Украины, радикалов можно было бы легко поймать, но убегая от преследования, они похитили ребенка и, само собой разумеется, применили тактику живого щита. Якобы именно поэтому милиция не стала в них стрелять. Как-то слабо верится. Говоря откровенно, ведь на Донбассе детей стреляют почем зря. И вовсе не терзаются угрызениями совести. Или, по мнению украинцев, дети в Мукачево – это дети первого сорта, а дети в Донбассе – второго. Да и отношение к правому сектору как-то странно меняется при переходе с востока на запад. Националисты, убивающие людей на Донбассе, по мнению властей, герои, а те же самые националисты, убивающие людей в Мукачево, преступники. Нет, преступники они и в Мукачево никто не спорит, но в Донбассе они не просто преступники, а каратели, устраивающие геноцид мирного населения. А вообще в этой ситуации имеется немало слухов, сплетен, невероятных версий. Если послушать радикалов, то можно подумать, будто ополченцы Донбасса тренируются в Закарпатской области. Именно такое заявление сделал спикер правого сектора Андрей Шараскин. На конференции во Львове он сказал, что в спортивном клубе в Мукачево засели бойцы подразделения «Рязань» и агитируют за создание Закарпатской Народной Республики. И якобы именно поэтому националисты и открыли огонь. Крайне абсурдный посыл, но разве от правого сектора можно ожидать чего-то адекватного? На этом фоне главарь правого сектора Дмитрий Ярош объявил о выводе всех подразделений из зоны так называемой АТО и призвал к смене власти. К ним присоединились и другие карательные батальоны, вроде Азова и печально известного сборища садистов «Торнадо», чьи зверства поражают даже на фоне того же правого сектора. Что это даст народным республикам? Тут тоже могут быть разные мнения. С одной стороны, отход карательных батальонов с фронта – это несомненный плюс. Но плюс скорее для мирного населения. Причем мирного населения городов, оккупированных Украиной. Люди без правого сектора и прочих банд-формирований смогут не бояться мародерства, изнасилований, убийств невинных граждан. Не то чтобы регулярная украинская армия вообще этим не грешила, но не в таких масштабах уж точно. В военном же плане не все так однозначно. Если подумать, то карательные батальоны практически не воюют. Они скорее выполняют функции заградотрядов. Или вовсе находятся на нейтральных территориях далеко от линии фронта. Так что посмотрим, чем закончится эта история. Как бы то ни было, нынешняя ситуация в Мукачево является началом краха Украины. Краха не только политического и экономического, но и нравственного. По факту страна превратилась в одну большую преступную группировку, где все воюют против всех. А сегодняшние союзники завтра могут пострелять друг друга из пулеметов. Оставляйте свои комментарии и следите за нашими выпусками.